Приветствую вас на канале Техревизор. В этом обзоре я собрал лучшие видеокарты AMD, которые стоит рассмотреть в покупке в 2024 году. Тема, о которой пойдет речь, всегда остается актуальной. Какую видеокарту выбрать, чтобы она оставалась производительной и не требовала замены через несколько лет? Я составил топ-6 лучших видеокарт, которые отлично подойдут для покупки в 2024 году. Некоторые из них будут актуальны и в 2025, а возможно даже в 2026 году. Но загадывать вперед далеко не будем и сосредоточимся на том, что актуально прямо сейчас. Все представленные варианты принадлежат красному лагерю, бренду AMD. Вечный спор между красными и зелеными оставим за рамками этого материала, об альтернативах NVIDIA поговорим в другой раз. А чтобы вы могли узнать актуальную стоимость моделей из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров и рейтингов. Ну а теперь приступим. Начнем рейтинг самого бюджетного, что только можно рассмотреть из видеокарт AMD. Sapphire RX 6600 Gaming. В конце 2024 года это самое доступное решение, которое может заменить интегрированную в процессор видюху. Такая подойдет для какого-нибудь Full HD гейминга и просто для работы. У нее 8 гигов видеопамяти GDDR 6 поколения, которая работает на частоте 18 тысяч МГц. В целом, это считается минималкой что для игр, что для рабочих программ. Меньше смысла большего нет, только если вы хотите моментально запускать браузер и какие-нибудь лайтовые игры. Поэтому лучше дотянуть на встройке, подкинуть хотя бы минимум и взять дискретную видеокарту. Разрядность шины тут 128 бит. Тоже, по сути, минимальный показатель, который играет роль и значительно повышает производительность. Ширина шины влияет на пропускную способность и скорость передачи данных с графическим процессором. Тут процессор работает на частоте 2044 МГц. В целом, хорошим уровнем считается больше 2000 МГц. Например, как у топовых моделей видеокарт. А там и до 3000 МГц кто-то разгоняет. На что способна эта видюха? Давайте глянем. Сразу говорю, ни о каких ультрах в играх говорить не приходится. Если хотя бы на средневысоких играть, то в Tomb Raider и Формуле 1 выходит около 100 FPS. Borderlands 3 и Far Cry 6 90 FPS. Horizon Zero Dawn и Assassin's Creed Valhalla 60 кадров. При этом видеокарта не страдает нагревом. В тестах температура достигала 72 градусов, а с потреблением в 140 Вт справится самый простой блок питания. Поэтому с этой видюхой получается достаточно бюджетная сборка для базового Full HD гейминга. На пятом месте стоит Gigabyte Radeon RX 7600 XT Gaming OC. Преемница прошлой RX 6600. Она, конечно, подороже, но и помощнее. В целом, RX 7600 подойдет для полноценного гейминга в Full HD разрешении с трассировкой лучей и для работы в программах для дизайна, монтажа, моделирования на начальном уровне. Она может заменить какую-нибудь старую видюху 5000 серии, поэтому подойдет как для апгрейда, так и для установки в новую сборку. У этой RX 7600 XT уже 16 гигабайт видеопамяти, что прилично влияет на прирост производительности. Работает на той же частоте 18 тысяч МГц. Ну и шину менять не стали, 128 бит. Все-таки карта начального уровня. А вот процессор тут разгоняется до 2470 МГц. Вместе с повышенным объемом видеопамяти получается приличный прилив FPS. Плюс за счет новой энергоэффективной архитектуры RDNA 3 видеокарта потребляет не так много энергии. ТДП составляет около 190 Вт. Конечно, не 140 Вт, как у прошлой, но будем учитывать, что эта видюха тянет некоторые игры в 2К. Очень неплохой показатель выходит. Посмотрим, что вообще может. Берем сетап, который никак не ограничивает видеокарту. Включаем Spider-Man Full HD разрешение и получаем 120 FPS. В 2К 80. Киберпанк лучше ограничить Full HD, так как в среднем выходит около 75 кадров. Те же результаты в Hogwarts Legacy. Так что стабильная 60 кадров Full HD — это про RX 7600 XT. Что по нагреву? После двухчасовой жесткой нагрузки самая горячая точка видеокарты составляет 85 градусов, при том, что максимально доступная температура ограничивается 110 градусами. Так что эти три вентилятора и вся система охлаждения отрабатывают на 5. На четвертом месте топа Gigabyte RX 7700 XT Gaming OC.
И тоже с приставкой гейминг. Ее уже смело можно рассматривать для гейминга в 2К разрешении как недорогое решение. Если посмотреть в сторону конкурента от Nvidia, для этих же задач подойдет RTX 4070. Но она все-таки прилично отличается по цене. Да, AMD-шная графика не так хороша с лучами, но если они вас не интересуют и в целом не хочется просто так доплачивать за приставку RTX, можно ограничиться вот таким более-менее недорогим решением от Gigabyte. Конечно, она не без компромиссов. Любой AAA тайтл на ультрах не пойдет, но если у вас есть монитор с разрешением 2560 на 1440 пикселей и жгучее желание играть не Full HD, то при минимальных вложениях RX 7770 XT. У нее 12 гигов видеопамяти, которая работает на частоте 18000 МГц. Да, как будто бы маловато будет, но тут сделан упор на ширину шины в 192 бита, и уже это играет свою роль в пропускной способности с процессором нового поколения. Камень тут работает на частоте 2544 МГц, но все это железо еще имеет свойство нагреваться и потреблять энергию. ТДП уже доходит до 240 Вт. Да, немало. На ПП, возможно, придется потратиться, если речь идет об апгрейде неактуальной сборки. Но по температурам и охлаждению здесь все чики-пуки. При высоких нагрузках микросхемы памяти не грелись выше 68 градусов, а самая горячая точка не выше 79. Ради Спайдермена в 2К и 100 FPS. Ради Киберпанка в стабильные 60 кадров. Ради Стражей Галактики и Far Cry 6 120 FPS. Можно, конечно, еще и лучи подключить, но тут стабильные 60 встречаются редко. Так что лучше оставить это RX 7800 XT. Тройку лидеров открывает Asus Dual RX 7800 XT O16G. Это наиболее дешевая серия с двумя вентиляторами без всяких излишеств. Такая карта уверенно тянет игры в 2К разрешении на максимальных настройках графики. Честно говоря, тут уже и 4К не за горами, но все-таки эту видюху стоит брать для комфортного гейминга именно в 2К, чтобы ни в чем не ограничиваться. Если сравнивать ее с прошлой RX 7700 XT, тут наблюдается апгрейд по всем параметрам. Память на голову лучше справляется с нагрузками, так как здесь 16 гигов, работающих на повышенной частоте в 19,5 МГц. Плюс к тому шина уже 256 бит. Процессор тоже далеко не ушел. До 2213 МГц разгоняется. При этом потребление у карты в пике достигало 270 Вт. Конечно, если немного подшаманить и разогнать, то и 300 Вт тут как тут. Но если говорить о стоковых значениях, то особо мощный блок питания тут и не понадобится. С охлаждением тоже все в норме. Видеокарта не страдает перегревами и шумом при работе. Это несмотря на то, что у нее всего два винта, которые должны справляться с отводом тепла. Так, на тестах температура самой горячей точки составляла 82 градуса, что для такого конфига очень хороший результат. Ну и давайте глянем, на какие цифры можно рассчитывать в играх с этой видеокартой. В 2К разрешение Spider-Man идет в 130 FPS. Киберпанк с Atomic Heart уверенные 80. А если включить лучи, с которыми, напоминаю, у AMD-шных видюх туговато, то в колде Modern Warfare 2 выходит около 150 кадров. Hogwarts 80. Так что игры в 2К на максимальной графике — это про Asus Dual RX 7800 XT. А вот его величество флагман Sapphire Radeon RX 7900 XTX Pulse. Карта предназначена для того 1% людей, которые хотят максимальную производительную сборку для игр в 4К 60 FPS и профессиональной работы, связанной с рендерингом и созданием контента в целом. Поэтому тут ни о каких 16 гигабайтах или тем более 12 гигабайтах видеопамяти и речи быть не может. Только 24 гига для достижения максимума. Работает память на частоте 20 тысяч МГц с разрядностью шины в 384 бита. Процессор в базе работает при частоте 2330 МГц. Некоторые владельцы умудряются разгонять этот параметр до 3200 МГц, но это дает процентов 6-7 прироста, поэтому стоит ли заморачиваться – дело каждого. А вот то, что карта потребляет около 350 и вплоть до 400 Вт в пике, вот это у RX 7900 XTX не отнять. Такое железо, конечно, и хорошего охлаждения требует. Тут с этим порядок, все продумано. 3 вентилятора, большая испарительная камера и отдельная подошва для охлаждения питания. Если хорошенько нагрузить видюху, самая горячая точка нагревается до 92 градусов, а микросхемы памяти до 88. Температуры серьезные, не терпят халатности. При этом получается, что
охлаждения действительно неплохо справляется со своей задачей, причем без особого шума. Все-таки железо флагманского уровня. А что нам дает железо флагманского уровня? В 4К разрешении Человек-паук идет 80 FPS, Киберпанк в 60, Far Cry 6 в 130. С включенными лучами в 60 FPS можно запустить Стражи Галактики, в 100 FPS Battlefield 2042, в 130 FPS God of War. Так что лучи у AMD хоть и тяжеловато идут, но все же не исключены, несмотря на успехи Nvidia по этой части. Первое место я отдал Gigabyte Radeon RX 7900 XT. Ее я взял как флагманскую видюху за чуть меньшую цену, но с лучшей производительностью при включенных лучах. Получается, она для тех, кому хочется ворваться в гейминг на 4К с трассировкой и за меньшие деньги, которые требует флагман. Дешевле стоит эта видюха не просто так. Само собой, тут не максимальные параметры, хотя и все равно топового уровня. Так, внутри 20 гигов видеопамяти, работающих на той же частоте в 20 тысяч МГц при немного урезанной шине до 320 бит. Процессор при этом слабину не дает и тоже молотит на все 2400 МГц в стоке. За счет легкого даунгрейда карта немного меньше потребляет, порядка 310-320 Вт, хотя в пике и до 340 Вт этот показатель может доходить. При этом имеет 3 вентилятора и удлиненный радиатор для лучшего отвода тепла. С нагревом у этой видеокарты проблем нет, с шумом тоже. При жесткой нагрузке на протяжении 2 часов температура самой горячей точки не превысила 78 градусов. На что способна эта видеокарта в играх? Давайте глянем. На 4К разрешении с максимальной графикой и при включенных лучах все как полагается. Стражи Галактики вытягивают свои 60 FPS, The Medium 70 FPS, Far Cry 6 и Battlefield 2042 80 кадров. То есть получается, что для 4К гейминга вполне хватит и такой RX 7900 XT, которая тоже отлично тянет игры на максималках, но при этом все-таки слегка подешевле топовой RX 7900 XTX. Вот ее можно оставить для тяжелых рабочих программ. А для игр, чтобы выдавать максимум и не переплачивать, Gigabyte Radeon RX 7900 XT. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можете посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.